Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о телеграм-боте Бомби, потому что, как вы поняли уже, наверное, по превью, листинг планируется на 21 мая 2025 года этого самого токена. А откуда такая информация? Во-первых, пост у них в телеграм-канале официальном новостном вышел о том, что у нас тикает времечко, вот вы видите, да, получается 20 дней осталось, бомб из тикин. Тикает бомба у нас осталось 20 дней. И почему я думаю, что это именно листинг планируется на 21 мая 2025 года. Спасибо большое моему подписчику, который мне под этим самым постом в моем телеграм-канале комментарий оставил и напомнил информацию, ту самую, что у нас разработчики Ketizen это те же самые разработчики Бомби. То есть команда одна и та же, команда разработчиков одна и та же, да. И эти две у нас тапалки, по сути, два этих кликера связаны между собой этими самыми разработчиками, ну и владельцами компании Ketizen, да. И, соответственно, все, что происходит у них, может быть зеркально отражаться и на Telegram-боте Бомби. Давайте начнем все по порядку. Смотрите, 21 мая 2025 года, скорее всего, это уже, наверное, 99% будет листинг токена Бомби на биржах. На каких биржах, пока у нас информации нету никакой, ни по каким, грубо говоря, новостным вот этим каналам, их в основном телеграм-канале, в твиттере, то есть нету пока никакой информации, какие-то будут биржи. Но, скорее всего, это будет, конечно же, у нас CEX биржи, потому что компания Ketizen большая, ну, компания разработчиков Ketizen Game Center. Соответственно, CEX биржи будут 100%. Будут ли Tier-1 биржи, такие как Binance? Тут уже нужно смотреть по их новостям, как они договорятся с Binance. Будет ли Bybit, тоже, я думаю, как они договорятся с Bybit. Но мне кажется, что все-таки компания Ketizen, да, и команда Ketizen, они сильная команда. Денег у них на донатах достаточно, так что, возможно, мы увидим листинг хотя бы на Bybit, Tier-1 биржи. Ну, про Binance тут надо уже думать, смотреть. Но ждем от них каких-то новостей, какие-то будут биржи. Но, скорее всего, это будет 100% Tier-2 биржи, да, такие как там BitGet, MEX, Get.io, может быть, да, и, возможно, будет Bybit, а может быть и Binance. Я бы был рад, если бы вышел на Binance у нас Бомби, потому что Binance одна из крупнейших бирж, и, соответственно, капитализация будет достаточно хорошей на бирже Binance, и, соответственно, цена токена будет хорошей. Что мы ожидаем? До 21 мая, скорее всего, мы сейчас с вами увидим все те процедуры, которые нужны для листинга токена. То есть это, во-первых, будет снапшот, снимок экрана, да, нашего снимок экрана, нашего баланса с вами. Это будет ТГЕ, генерация токена, и это будет раздача дропа. Раздача дропа внутри, скорее всего, телеграм-бота Бомби. Потом мы его сможем, либо нам в Ketizen его, да, закинут, либо куда-то, ну вот куда-то нам его кинут, и мы тогда его сможем либо на бирже вывести, либо на кошелек, да, там, и куда-то все это деть. Вот, почему я так уверен, что 21 число у нас, давайте смотреть. Пост у них вышел о том, что 20 дней у нас осталось и тикает у нас таймер, он вышел у нас 1 мая. 1 мая плюс 20 дней это 21 мая, получается у нас число. Перейдем, если мы с вами в основной телеграм-канал новостной Ketizen, то у них здесь 3 сентября 2024 года перед листингом токена Кетти на всех биржах именно 3 сентября под вечер вышел вот такой же, смотрите, как они идеально похожи, да, вот такой же пост о том, что 18 дней осталось до чего-то. И вы можете зайти на биржу Bybit и посмотреть, что листинг токена Кетти у нас был 21, получается, сентября 2024 года. То есть 3 пост вышел, плюс 18, получается циферка 21, и 21 числа они залистились на биржах. Так что это вот получается дежавю у нас, и соответственно, значит, и Бомби у нас именно листинг сам будет, то есть мы уже увидим на, получается, биржах 21 числа их токен. Вот также мой телеграм-канал, этот человек мне скинул вот эти вот 2 поста, сравнив его, и написал также, что в Ketizen также было. Вот. И будем надеяться, что все это у нас совпадает. Что у нас по самому Telegram-боту? У нас здесь клейм наш
Теперь остался его всего тут чуть-чуть маленько, 3,5 дня, грубо говоря, на тот момент, когда я снимаю ролик. То есть через 3,5 дня все чекины пройдут, то есть отсеются, возможно, неактивные игроки, кто чекины не делал, да, то есть их от дропа уберут. Также, возможно, через 3 с чем-то дня уже начнется делаться снапшоты какие-то, тормозиться какой-то фарминг, потому что фарминг до сих пор идет, мы с вами на арене до сих пор получаем поинты, мы с вами за чекины получаем поинты, за задания получаем поинты, за рефералов своих получаем поинты. То есть они пока все копятся, и вот 20 дней до завершения, где-то в промежутках будет завершение у нас фарминга, снапшот и подсчеты все. Что по дропу пока? Пока по дропу, нету никаких новостных, по крайней мере, предпосылок к тому, какие будут критерии. Единственное, все их старые посты говорили о том, что сколько вы видите вот здесь у себя на балансе, получается, в боте, в бомбе, только вы и получите на аирдропе. Но это цифры гигантские, там есть миллиарды у людей, то есть я не думаю, что триллионы, триллиардов, сексиллиардов они будут выпускать эмиссию этого токена. Это очень не нужно, чтобы торговать там миллионами и миллиардами этих токенов, все это цена будет 0,000, страшная там. Мне кажется, будут все-таки они как-то сокращать, либо будут использовать их как просто поинты для начисления дропа, плюс дополнительные, как я уже рассказывал во многих предыдущих роликах, то есть за какие-то дополнительные, там, за приглашенных рефералов накинут токенов, за баланс наших поинтов накинут токенов, за выполненные задания там накинут токенов, там, может быть, за достижение на арене, то есть за какой-то вот здесь вот в рейтинге, да, что-то немножечко нам накинут за какие-то места, где мы там занимали. И мне кажется, там, может, донаты за вот эти вот плашечки в виде фридурова, да, в виде чекина, то есть за покупочки скинов, за скины. Но за это все, мне кажется, будет начислять. Возможно, вот от баланса мы получим энное количество, конечно, токенов, да, но это будет не основной критерий для получения того самого дропа. Так что будем посмотреть, что я вот могу показать у себя на аккаунте. В данный момент, очень медленно у меня копится, потому что, максимально у меня нет времени сейчас на Telegram бот бомбе. И у меня всего вот, 190 миллионов поинтов получается. Бомби сейчас на балансе, это с двух аккаунтов, с аккаунта Сатоши, на котором у меня 162 миллиона, и с Дурова, на котором 26 миллионов поинтов получается. Это вот сейчас на данный момент, как я снимаю ролик. Также, что если вот брать по критериям каким-то основным, которые будут, да, у нас, то приглашенные друзья, 59 у меня приглашенных друзей, из них, активных тут почти нету. Если взять по завершению уровня, да, на каком уровне получают, Кирюха, вот здесь есть человек, да, который тут с 3-го месяца, у нас 13-го, январь, февраль, март, с марта, получается, зашел, вот 151 уровень у него. Вот Максим здесь что-то тоже старается, 168 уровень, но это очень маленький уровень. Остальные, видите, все первого. Люди заходили, просто смотрели, когда ролики выходили, кто-то залетал, видать, глядел. И все. Максимально активных рефералов у меня нету, которые прям, большого-большого уровня. То есть, по сути, я навряд ли получу какой-то там мега-мега дроп за именно рефералов, там, приглашенных друзей по заданиям. Я старался все выполнять, не знаю, будет ли это максимально учитываться, этот критерий у нас для получения дропа. По острову 11.30 я застрял, да, по уровню 591, возможно, тут еще 1-2 уровня успею получить, пока у нас будет еще время пофармить. И пока вот так вот, вроде все, старейшина 3 у меня, уже получается дальше на претендента, там, по-моему, следующий у нас уровень, да, претендент, да, на претендента уже перескочить я не успею, это точно. Так что вот такие у меня были достижения. Какой дроп, не знаю, будем смотреть. Нужно сейчас от них какое-то понимание каких-то критериев для получения этого самого дропа, чтобы мы смогли хотя бы сами посчитать до того, как они это сделают, да, до 21 мая, чтобы мы сели там, сами посчитали, примерно прикинули. Вот, и тогда, когда будут какие-то критерии, можно будет примерно рассчитать, сколько будет стоить токен. По крайней мере, сейчас этого непонятно. Либо они, возможно, сделают уже расчет какой-то основной, и в ближайшее время, уже после окончания чекинов, какой-то сделают, тормозят нам фарм и сделают уже какой-то перерасчет, и мы будем видеть свой баланс токенов. Тогда уже будем садиться, сидеть, считать, думать, сколько будет капитализация, сколько будет эмиссия токена общая, и сколько мы с вами там примерно плюс-минус заработали на всем этом. А пока вот такие вот новости, по крайней мере, уже радуются, что есть какая-то цифра определенная, и уже не надо сидеть
и гадать. Пишите в комментариях ваши размышления вообще, за что будут начислять токены. Либо мы будем вот этот баланс получать за минусом 3 цифр последних, либо этот баланс полностью будем получать, либо это будет отдельный просто критерий, наш баланс, за который нам будут начислять токены, и за остальные какие-то другие критерии будут тоже начисляться. Донаты учитываться как будут вообще. Мне кажется, что они уже как бы у нас здесь в балансе общего токена учитаны, наши с вами донаты, потому что у кого много донатов, тот и, соответственно, балансы у них там есть по миллиарду, по 10 миллиардов и тому подобное. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по поводу критериев для получения того самого аирдропа, и когда у нас закончится уже, когда будет все-таки калькуляция какая-то, когда мы увидим свои балансы. А я вам крайне не советую играть в телеграм-боты, чтобы вот так не сидеть, не гадать, не ждать. Телеграм-бот Бомби у нас очень давно шел. Не тратьте свои деньги на это все, потому что есть большой шанс и большая вероятность потерять все это. Посвятите жизнь свою близким и родным, которые рядом с вами находятся, а не какой-то тапалки от каких-то разработчиков, которые хотят на вас заработать. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.